Тема нашего сегодняшнего исследования — Атлантида. Я посчитаю от 1 до 3. На счете 3 вы считаете всю информацию относительно того, что нам говорит термин Атлантида. 1, 2, 3. Наташа, что ты считываешь, что ты визуализируешь? Я визуализирую большого мужчину, одет, такая интересная одежда. Здесь очень тепло, и он легко одет. У него такая безрукавка, скажу так, с такой вышивкой интересно, как кружки такие разноцветные. Впереди она расстегнута у него, и она как льняная, и такие кругляшки большие, вышитые. Не знаю, почему это, но как бы, наверное, мода такая у них. И считываю с него такой человек просвещенный, цивилизованный, очень высокий. И да, я уже сказала, что тут очень тепло, красиво, уютно и комфортно. Э, Да, ну, я не знаю, это лето или у них все время так, как бы, я так понимаю, очень тепло здесь, очень хорошо. И как бы ярко все такое, яркое, не знаю. Солнца, света много. Почему ты его увидела? С чем это связано? Это Атлант? И, ну, я думаю, да, я так понимаю, что это Атлант. Этот человек может нам сообщить об Атлантиде больше? Для этого ты его визуализируешь? Может быть, он даже, эм, я не знаю, перед ним какая-то как доска, как школьная доска, как можно Мгм. себе представить. И он что-то там пишет, но я не понимаю. М. Я не могу разобрать, что он пишет. Таня, а что считываешь ты относительно термина Атлантида? Сначала у меня появилась заставка, как на большом экране. Заставка Атлантида. Да, как Наташа говорит, лето, водопады, какие-то горы, много зелени. Такие горы, я не скажу, что прям вот горы там высокие. Нет, как холмы скорее. Мгм. А, Но вот эта заставка, она привлекла мое внимание, она как мультяшная. Надо посмотреть, почему. Потом показали большую лопасть, как от вентилятора, но нечто подобное, черное, и оно выше уровня земли получается. И тоже какая-то вот она вся в какой-то растительности, эта штука. Она как-то так крутится. Я поняла, оттуда вода стекает, зачерпывается, типа, похоже, типа мельницы, вот что-то Мгм. такое. Да, вот такое видела. И про вот этого человека, мужчина 4 метра ростом, у него такая смуглая коричневая, можно сказать, кожа, голубые глаза, у него как планшет, похож на планшет, какая-то информация у него есть и какое-то интересное имя. Я пытаюсь его услышать как то ли какой-то горизонт, то ли
Ну, что-то какой-то Зон. Как-то так его зовут. Что-то он там чертит. Он типа учитель или какого-то хранителя. Нет, какие-то расчеты ведет. Мгм. Что-то такое, циферки. Ты его визуализировала после слов Учить, что считает. Наташи? После слов Наташи, да, я просто настроилась на него. Мгм. Высокий человек такой. Мгм. Ну, как человек? Человекоподобное существо. Я не скажу, что это Мгм. прям человек. Да, и вот какие-то дополнения есть. Наташа, ты сможешь считать, что у него за имя? Э, Аризон. Аризон, мне кажется. Что то ли Гризон, то ли... ну, вот что-то на Зон заканчивается. Мгм. Ну, пусть будет Аризон. Он вас видит? Видит, да. Он нас Он, видит, и он для нас да. пишет формулу, которую я тебе не могу даже прочитать. И эта формула, он этой формулой хочет объяснить нам, вот так вы можете рассчитать, когда мы, где и когда мы жили, вот что-то такое. Мгм. Да, я тоже поняла, что это какие-то как вот координаты, что-то такое. Мгм. Но это так тяжело, так невозможно просто Давайте это на счете информация. 3 я буду рядом с ним. 1, 2, 3. Давайте поприветствуем его. Да, он приветствует, но он так занят этим. Надо по-другому как-то, потому что так информацию мы не можем прочитать. А вот, может, он поговорит или я не знаю. Вы мне позвольте с ним поговорить? Наташа, позволишь мне с ним общаться через тебя, через твой аппарат? Мгм. Приветствуем тебя. И я вас рад видеть. Мы просим у тебя прощения за беспокойство. Можем ли мы с тобой общаться? Но я не знаю, Тань, как ты считываешь, я понимаю, Он говорит, у меня мало времени. Он чего-то опасается, Геннадий, поэтому Да, он так да, писал он говорит, быстро, на кто-то да, там не разрешает им. да, он Мгм. говорит, у меня очень мало времени. И типа, ну, Давайте если на ты... счете 3 мы это маленькое время, которое у тебя есть, растянем в Там 10 не раз больше. только времени мало, там кто-то там не разрешается, там у них надсмотрщики какие-то, Мгм. там Он не может нам пойдет. рассказать про Атлантиду? Говорит, я же вам пишу, Мгм. смотрите. Давайте мы будем считывать эту информацию. Я считываю такую информацию. Когда он пишет, Геннадий, Да. он может отключить свой ум. И Мгм. вот то, что он сейчас пишет, я сейчас перевожу и расшифровываю. И он пишет, что их захватили над ними надсмотр, и он не может общаться. Вот он хочет передать информацию, что их захватили. Он может нам эту информацию, которую хочет передать, отправить сразу нам телепатически.
Сейчас попробую еще. Мгновенно, чтобы время не тратить на написание этого. Он передает, я же вам пишу, чтобы вы поняли, нас захватили и уничтожают, и вас захватили, и вас уничтожают. Он передает. А кто захватили вас и нас? Те, у кого контроль, они беспощадны ни к детям, ни к взрослым. И захват с хитростью. Сначала развод, а потом уничтожение. Ему нужно что-то важное нам передать. Но он мне передает, что ни в коем случае нельзя поддаваться на их уловки. Вы должны их понимать, вы должны бороться, потому что вас также уничтожат, как и нас, говорят. А как была уничтожена Атлантида? Мне показывают большую воду. Водой накрыло их. А кто-то спровоцировал вот эти волны? Был разлом внутри, как был небольшой разлом внутри вот этой породы, на которой находилась, это все растопило, поэтому. Как вот землетрясение один на другой, знаешь, это находит и... Оно искусственно созданное. Да. И мне идет информация, вы же наблюдаете, что происходит у вас то же самое. И это только начало. Что он еще пишет? Что он хочет нам еще передать? Таня? Я как-то отвлеклась от него. Пошла вокруг, посмотрела. Хорошо, Наташа. Он передает, надо срочно контактировать с хорошими цивилизациями. Они вам придут на помощь. Они и их как бы вокруг пальца обводят. И те многое не понимают, и поэтому он закрывает на многое глаза. То есть есть какие-то хорошие все-таки цивилизации, которые могут нас под защиту взять, и у них больше сил. Какие цивилизации конкретно? К кому мы можем обратиться за помощью? Но я не могу вот сейчас название считать, он мне показывает где-то вот какие-то созвездия. Он мне говорит, они здесь, они недалеко, они наблюдают, но многое упущено, что ли, упускают. Он может какое-то сообщение через нас передать тем цивилизациям, которые могут нам помочь? Говорит, вы люди, вы должны попросить. И да, мы попросим, а вдруг темных попросим. Тоже интересно. Как мы можем распознать вот эти цивилизации, что они действительно являются по вибрациям. Светлыми. Говорит, вы же чувствуете, когда низкие вибрации, когда высокие вибрации. Вам надо сонастроиться. И, ну да, говорит, только прочувствовать, Геннадий, как бы. Кто-то из нас воплощался в те цивилизации? Кто-то из нас троих? Я не считываю, нет. Нет информации. Нет информации, В Атлантиде, да. А в
вот в каких-то нет. Кто из нас воплощался в Атлантиде? Таня. Ну ты так точно. А я пытаюсь сейчас про себя информацию посмотреть. Наташа. Ты почему-то точно мне пришел ответ. Это был я? Тот, который там? Нет. Не, Мгм. нет, это не ты. Но я почему-то не могу считать эту информацию, где я там, потому что я на что-то другое постоянно концентрируюсь. Я хочу докопаться до истины, Мгм, что же мгм. это такое Мгм. вообще. Слушай, я вроде как тоже. Мне почему-то показывают женщину в таком в голубом одеянии. Мне кажется, я там тоже была. Потому что мне показывают, во-первых, их 4 касты ранга. 4 ранга у них. Мгм. Он второй с конца, который первый, они как-то повыше и как-то умнее, как типа вундеркинды. Вот Мгм. такое. Мгм. Знаешь, идет как градация. А еще показывают, что вот эта женщина, которая якобы я, она была на такой же, вот как третий, как он, на таком же уровне. Вот, и плюс еще показали, что у них есть какие-то типа шлемов со стеклышками, ну так похоже, и что даже в затопленном вот этом, ну, уже в затопленном виде сохраняются там жители, ну как внутри. Мгм. Под водой? Да, под водой. Вот такая картинка еще пришла. Мгм. Очень шлем интересный, похож на яйцо. С такими, как вот несколько стеклышек таких круглых, овальных. А я даже считываю, он говорит, что нам надо готовиться на восстание и бороться против мирового правительства. Показывают его мне где-то в районе, почему-то над Америкой. Ну, наверное, просто чтобы я это считала. Мгм. И что это неизбежно. И, ну, как бы мне говорит, что народ должен власть в свои руки, должны понимать, кому отдают власть, чтобы они над нами, ну, как бы властвовали, что это не есть то правильное сообщество, которое сейчас руководит над всем вот нашим мирком. И у них очень много доступа ко всему. И вот этот вот доступ, надо его как бы забрать у них. Их надо будет разоблачать. И он мне показывает, что будут такие... Он мне говорит, что они слишком долго ждали и очень много верили и не пошли на этот шаг. А он мне показывает, чтобы не долго ну, как бы не замедляли и как бы люди, ну, чтобы просыпались и начинали свою волю души показывать, чего они на самом деле хотят. Не подчиняться вот этим властителям, которые и без того народ обманули и обманывают многие поколения. Наташа, Мгм. Сейчас что происходит? передохнуть. Мгм. Но они наблюдают, да, они наблюдают за тем, что происходит сейчас. И я там походила у них под водой.
Прям Мгм. туда ступеньки у них, куда-то вот вглубь. Вообще какие-то растения у них там даже растут, типа водоросли, но какие-то вот они типа для еды, что-то такое. Они их как выращивают, что-то там. м, и для опытов тоже, для какого-то, для выработки какого-то кислорода, что-то такое. Я куда-то вообще ушла под воду, где вот затопленный город. Еще показали какой-то за 7 печатями, типа колодец, не колодец, что-то такое, круглый, и прям большой замок, типа амбарного висит. И Мгм. я так поняла, там какой-то источник знаний. Это прям вот вообще на самом как дне. Вот, и что он охраняется. То есть я там походила уже, посмотрела, Мгм. что там происходит у них. Лаборатория какая-то, какие-то Хорошо, баночки, Таня. Хорошо, склянки. Таня. Тут это самое еще считай информацию. Давай позволим Наташе Да, да, договорить, да. поговорить. Наташа. Я больше не вижу, чтобы он мне что-то передавал. Это было самое важное, что он предупредил, как бы, что эти неизбежны, что скоро будет восстание, и нам надо как бы готовиться к ним. То есть... мгм. Людям надо просыпаться и восстать против вот этого мирового нагнетания, которое, ну, тоже мне дает понять, что там не только люди в этом мировом правительстве, что там вот эти вот цивилизации сидят, которые также манипулируют теми же людьми, которые там сидят. И потом это, знаете, как кукольный театр, как манипуляции сначала, вот всякие президенты начинают вещать, потом все радио, телевизоры. И вот эта вся манипуляция ужасно, в каком мире мы живем. Сейчас мне быстренько так пробегается, и так, говорит, и у нас начиналась там определенная информация. Я не знаю, как Таня считает, у них телепатически было Мгм, мгм, общение, и то они умудрились на них воздействовать. Воздействие было с воздухом, что-то делали, с воздухом делали. Э, Нашли тоже через кого, ну вот как у нас есть такие взяточники, кто продался, и они нашли там тоже, кто продался и всю свою цивилизацию сдал, и они могли через них руководить и уничтожать, или, ну, в общем, делать, что хотели. мгм. А почему была уничтожена Атлантида? Какова была цель уничтожения? Либо это... Я вот их наблюдаю, для них все это так, они такие безжалостные, как игра, знаешь. Новая цивилизация. Вот как ты себе представляешь игру компьютерную? Мгм. Там тоже бегают, убивают там кого-то, раз это самое, и расстреливают или уничтожают. Вот это вот для них, как для нас компьютерная игра. Мгм. Мгм. Да еще Раз, технологиями развлечение. они хотели завладеть их, которые там были, внутри знаниями их. Знание об Атлантиде, которое сейчас сохранилось у нас, оно истинное или оно ложное? Ну, всякое есть такое М, истинное и ложное. Не все Потому что, правда. да, не все Мгм. правда, потому что видно, что какие-то все время передают как какие-то записочки, что-то такое через какие-то трубки, все это идет куда-то. Знаешь, как вот есть воздушная почта, Мгм. вот такое есть, как водяная. Еще какие-то записочки куда-то уходят. И вот те жители, которые остались, которые там есть, что-то там все передается. Вот эти Они, письма.
вот эти деструктивные, они хотели вот эту человеческую энергию скачивать, а они не соглашались, и они начали их гнобить. Мгм. И он говорит, они делают с вами то же самое. А вы как котята слепые, вы это даже не чувствуете и не знаете. Мы, говорит, э, это считывали и не давали им. А тут они вас даже не спрашивают, они Мгм. просто берут. И Ну как Мгм. биоматериал тоже берут, и людей берут, показывают мне и на переработку, и куда только на опыты. Мгм. Таня, что ты Такое там мне тоже видишь? показали, да, мне М. показали, как вот из первых, которые вот из этих вот 4 рангов самые первые, которые типа самые умные, как им черепную коробку типа вскрывали, вот это мне тоже показали. То есть они, искали, копались в мозгу у этих людей, да? И что-то искали, да. Во-первых, знания искали, это я уже точно поняла. Мгм. А во-вторых, просто вот говорю, вскрывали что-то, Как ими смотрели. управлять? Может, как управлять, может, почему они такие типа умные. Мгм. То есть Ну, исследовали. как я считываю, у них очень у самих такая продвинутая технология. Им как бы технология не нужна была. Все-таки, Геннадий, ты прав, они искали, как управлять ими. Как даже не управлять, как найти управу. Мгм. Они не могли просто так. То есть для них это была как дойная корова, как мы. Просто подоить и взять, а они не разрешали этим пользоваться. И поэтому они их растоптали. Мгм. Наташа, мы что-то еще можем от Аризона взять? Какую-то информацию? Но не знаю. Сейчас пока не вижу, не наблюдаю. Мгм. Не технологии, знания, какие-то знания. Но он пишет дальше формулы, Просто ты чего-то. Наташа, спроси у меня, я могу это расшифровать, эти записи? нет, не можешь. Давайте мы их запомним. Мы просто их запомним. Мгм. Но мы сможем их потом расшифровать, эти записи. Мы найдем ключ. Мгм. Таня, вот эти остатки цивилизации Атлантиды, они живут в какие-то полости под водой? Ну, что-то так где-то показано. Есть как вот затопленные места, есть незатопленные места, какие-то карманы. Ну, Мгм. что-то такое, я так поняла, их там вообще очень малое число. Там, знаешь, как образование, как межводное пространство, но там Да, да, все-таки да. у них воздух там есть, они не под водой, я так понимаю, а у них там свой мир какой-то. Мгм. Нет, Давайте они на счет. под водой вот это вот какой-то карман как. Мгм. Вот такое. Мгм. Он как-то закрыт каким-то куполом или как этот карман, как он защищен от воды? Слушай, ну что-то есть такое, ну нет, не купол, а что-то есть, какие-то укрепления тоже. Ну, типа рукотворные, как Это стены. искусственно, так искусственно сделано, да? Что-то такое есть, я не вижу, что они там типа очень толстые. Нет, а, и в определенных местах в основном используется такой вот ландшафт природный. Хорошо, на счете 3 полетели туда, где ты, Таня, сказала, что есть какой-то
Секретное хранилище знаний атлантов. Колодец, да. Я его 1, вижу. 2, 3. Но там Ну да, кто-то его охраняет. на нем замок, прям как будто огромный амбарный замок висит. Мгм. Я вижу это так. Это может быть все что угодно под символом замка. Мгм. И вот я просто понимаю, там какая-то внутри, там какая-то скрыта просто мощнейшая энергия и что-то такое, какое-то вот, что не должно просто так вырваться. Какая-то Есть, энергия там. есть какой-то хранитель или нет хранителей этих? Слушай, ну вот так прям вот не считываю, Мгм. что есть кто-то. Присутствие, оно чувствуется, но вот не видно взглядом. У кого есть информация об Я этом? заглянула М, внутрь. Я мгм. Что? смогла. Ну вот там какой-то гейзер, как Там, будто. Что там? вот когда только заходишь, там, знаете, наподобие как библиотека, Мгм. только там такие золотом написаны, там так красиво, как свертки какие-то. Там не как книги сделаны, а как рулоны, скажу, да, Мгм. вот так Свитки, вот да, свитки. свернуты, как цветок, да. И они написаны как в 3D. Они не написаны вот как мы писали, а там Объемно. такие, да, с узором и Мгм. оформлено так, золота много и много рун. Там, вот, например, стоит как даже я не могу сказать, что это как текст, можно сказать, они как иероглифами или рунами писали, больше рунами. Веды, руны, я не понимаю, что это такое. Так красиво. И я иду, сначала идет как коридор слева, справа. Таня, там зайти, там можно зайти. Я не знаю, Давайте, почему я тут оказалась, а мне Таня, давай и мы зайдем. На счете 3. 1, 2, 3. Нам удалось? Мгм, мгм, такая подсветка где-то изнутри идет. Да мгм. не видно ни ламп, ни такая технология какая-то интересная. Мгм. И как полочки, много полочек сделано. Давайте продвигаемся, исследуем эту библиотеку. Мне кажется, или похоже что-то на здоровый глобус стоит. Здоровый-здоровый такой, Я вижу метров кого-то или 7. чего-то, но не знаю, это глобус или это Подходим, Он исследуем. такое ощущение, что будто это энергетический глобус какой-то. какая-то штука такая, да, ну, похожая на глобус, круглая такая. Мне почему-то пришло глобус. Давайте считать информацию. Дотронулись до него и считываем, что там за информация содержится, для чего это. Мне почему-то пришло, ты дотрагиваешься пальцем до одного места, это знаешь, как машина времени. Мгм. Телепорт типа. Да, и телепортация происходит. Телепорт. Мгм. Мгм. Давайте исследуем этот телепорт. Давайте используем его для того, чтобы уйти во времени в момент, когда был расцвет Атлантиды. Он такой, как энергетический, он как компьютер, закладывается еще Мгм. дополнительная информация, и потом как по то ли кнопочка, то ли что-то там, его надо еще уметь им пользоваться. И потом они, кстати, пользуются и телепортироваться могут в наш мир. Мгм. Мгм. То есть кто-то, кто общается с кем-то из людей. Мгм.
Да, как они как передают информацию, да. Но это не такой вот тет-а-тет встреча, Мгм. потому что, ну, такие объемные большие существа, ну, как бы не ввязываются в наше пространство, они сразу будут замечены. Они скрываются, посещая наш мир, и поэтому просачивается информация. Они как бы нам в помощь помогают, чтобы э, люди понимали, что происходит. Вот именно поэтому сейчас только информации отовсюду приходит, и открываются у людей, другими глазами смотрят на мир и выявляют много тех, которые в заговоре, да, против всего народа. Мгм. Кто служит захватчику, да? Да. Таня, посмотри, почему у меня давление сейчас во лбу? Что происходит? Я считываю какую-то информацию. Тебе вкладывают какую-то информацию. Да, что-то такое происходит, да. Ты ее А, можешь... слушай, Наташ, а ты увидела, подошла женщина, похожая на а, типа такой, как комбинезон, что ли, господи, какого-то розового, такой темно-розовый какой-то цвет, золотой пояс, золотые серьги, золотые браслеты. Она говорит, меня зовут Фрида. Видишь ее? Вон там она справа стоит, около стеллажей. А кто она? Это, И возможно, зачем он? ее влияние. Давайте подойдем к ней. Наташа, ты позволишь мне с ней общаться через твой голосовой аппарат? Мне ее надо сначала найти, я ее не вижу. Вот смотри, наискосок от На этого счете глобуса 3 ты ее наискосок видишь. вправо. 1, 2, 3. Наташа увидела? Женщина, серый цвет такой лица, сероватый, морщины. Но я ее вижу в каком-то синем комбинезоне, какой-то Синим, а у меня приходит как такой сиреневый, цвет, может быть. какой-то сиреневый, да-да, сиреневый, как будто или темно-розовый, что-то такое. Комбез, атласный похож на Фрида, атласный. Да. Да. приветствую тебя. И я вас приветствую. Ты как-то влияешь на меня? Стараюсь передать информацию. Скажи, Э, пожалуйста, какую информацию ты хочешь мне передать? м, Я не имею права говорить. Ну, Даже здесь, под влиянием, какое-то влияние там, Геннадий, там происходит, не мгм. знаю. Но тем не Она менее, мне дает понять, что она тебе вкладывает, и ты ее можешь расшифровать. мгм. То есть это не должно быть Озвучено. озвучено. То есть, Нет, Мгм. мгм. Хорошо. Но эта информация является полезной и положительной для меня, да? очень важно для всех. Мгм. Хорошо, хорошо. Благодарю тебя. Я приму эту информацию. Она говорит, не оставайтесь здесь долго. Мгм. Что мы еще можем отсюда брать? Какую информацию для нас полезны? И не только для нас, а И, для всех, для и не нашей знаю, Тань, ты цивилизации. слышишь, она просит, чтобы мы удалились. Она Да, да, это опасно, говорит, да, уходите опасно, быстро, да. быстро На уходите. То ли счете кто-то 3 идет, мы или что. прощаемся с ней и удаляемся. 1, 2, 3.
Я прям ее волнение считала, она прям заволновалась сильно-сильно. Но она успела передать информацию? Да, я так поняла, что да, она тебе вложила, вот ты почувствовал, что... Я Да, так поняла, что она будет у тебя расшифровываться какое-то время. Ты будешь это распаковывать. Хорошо. Таня, давай найдем. Давайте найдем меня, если я там воплощался в Атлантиде. В то самое время, когда я воплощался. На счете 3. 1, 2, 3. Что вы видите? Или кого вы видите? Я вижу мужчина веселый и почему-то с детьми играет. Считайте информацию. Это я, мое воплощение. Мгм. Да, похоже, что да. В энергетике похоже. Похоже. Как меня зовут там? Я считаю, что это Клиро, Одаклиро. Какие-то имена у них интересные такие. М. Наверное, Клиро. Все-таки Клиро. Ты мне позволишь с собой говорить, Наташ? Давай попробуем. Клиру привет. Здравствуй. Считай информацию обо мне. Тебе эти вибрации мои знакомы? Да, это я. Да. Это я из будущего. Я решил тебя навестить. Мне хочется вспомнить информацию об Атлантиде. И, конечно, кто мне может рассказать лучше, если не ты? Что ты скажешь? Ты знаешь, я считываю с него, он такой веселый, он прям зовет, присоединяйтесь к нам, у нас тут все так хорошо, он такой прям положительно настроенный, и он весело живет, и ему ничего другого не надо, он очень счастлив. Что он может сказать про Атлантиду? Или он мне поможет мне вспомнить? Он аж, ты знаешь, растерялся, он не знает, что тебя интересует, что он может рассказать. Он говорит: "Ну, посмотри на меня, вот так". Он не понимает, что ты как бы не можешь на него посмотреть. И он говорит: знаешь, что он делает? Он это наподобие, как у нас в школе, физкультура. И вот он Да, с да. ними играет и Мгм. занимается с ними, но он полностью все делает, что и они, и завлекает. И там больше веселья, чем спорта. Мгм. И все это так на позитиве, и он, старается передать: "У нас все тут на позитиве". Он считывает наши, вибрации и такой чуть-чуть, скривился, что, какая у нас разница в их высоких вибрациях и в наших Мгм. вибрациях, Мгм. М. что разница есть. Ну, он может дотронуться до моей головы и через пальцы рук
передать информацию об Атлантиде? Или позволить мне считать, или вспомнить? Но он прикладывает сейчас палец, Мгм. старается сконцентрироваться, передать тебе информацию. Мгм. Он передал? Нет еще. М. Мгм. В какую касту из 4 он? Вторую. Мгм. Я тоже пришла вторая. 2 каста. Он преподает детям? Мгм. Да. Да, как учитель, да. Как они Причем дети живут? больше нас ростом. Мгм. Ну да. Как они живут? Это город или какое-то поселение меньшего размера? Это город, это красивое строение. Очень много Мгм. цветов, много каких-то арок, много водопадиков, много просто воды, холмы, очень красивые здания. Сколько этажей у зданий? И какую форму имеют эти здания? Ну вот я сейчас стою перед зданием в три этажа. Башенка выглядит Мгм. как фонарик. Ну вот Мгм. фонарь. То есть красивые здания, да? Это не наши Красивый очень. кубики, да? Нет. Рубики. Мгм. Я наблюдаю также много одноэтажных, но тоже очень красиво, причем они тоже стекло, тоже много там использовали, но Мгм. не так, как Мгм. у нас, а вот, например, целая стена стеклянная и много открытого, потому что информация идет, что потому что тепло у них было. А Мгм. им не надо было такие от морозов защищаться, постройки строить, но все такое технологично продвинутое и очень красиво. Да, как Таня говорит, они старались вот смотреть, чтобы достаточно было зелени, цветов. Причем цветы я такие не знаю, у нас их нету, многих таких цветов и растений тоже. Есть Э, какие-то растения или какие-то, которые сохранились у нас? Пальму И вижу такая, пальма, да? которая тоненькие листки длинные отходят. Вот эту я вижу Мгм. пальму. А остальные даже не Есть знаю. есть птицы, какие-то Да, зверьки. есть. Да, птиц Птицы есть, очень да. много. Прям Мгм. слышу, как они там Мгм. Мгм. щебечут. И М. очень светло, да, Тань, Да, посмотри, мне кажется, очень так светло, солнечно, А ш прям Посмотрите на небо. Что за небо? Какого цвета небо? Что за солнце? чистое голубое солнце. Ты Голубое? знаешь, не, да, Или небо. голубое. голубое небо голубое? Да. Небо голубое, солнце, я не вижу источник. Ну, я не Я вижу тоже круг этот не вижу, солнечный. поэтому я несколько раз уже смотрела и Да, не могла понять, откуда м, исток света да. происходит. А Откуда спросите у светится, меня, непонятно. откуда свет? Откуда этот свет? Свет, тепло? Откуда? Где источник? Почему-то мне показывают, знаешь, это как тоже одет как купол, и он не до конца одет, вот знаешь, которые прячут лампочки такие у нас, такие есть, например, подвесной потолок, и по бокам спрятаны, и вот оттуда вас свет прям льется. Мгм, мгм. То есть это искусственный свет, да? Ну, я не знаю, это искусственно, может, не искусственный, но вот мы так делаем при постройке потолков. Мгм. И это вот вокруг, я так наблюдаю, они как сделали. Вокруг Это пространства, да?
Ты знаешь, мы когда еще там смотрели, я как-то не успела договорить, Таня там вещала, Мгм. он говорит вам, когда мне сказал, вам надо защищаться, и он мне показывал, когда он на э, доске писал, как вот как купол. Ну, думаю, он и так у нас есть купол, а он имел другое. И вот это вот я его сейчас наблюдаю, вот то же самое, что он мне хотел сказать. Это они вот так защищались, Геннадий. Мгм. Это защиту они выставляли. Ну, я могу считать, может, это как энергетический какой-то купол или что. И вот теперь до меня доходит, что он имел в виду. И нам вот от этих деструктивных, вот этим, типа, они тогда не могут так сильно влиять. То есть мы должны себя энергетически сделать купол, да? Защитный купол, да. Они, говорит, вам поставили купол, а вы от них должны защититься. Мгм. То есть должны ставить под этим куполом энергетический купол, Энергозащитный купол, да. более высокочастотный, да? Да, и также мне показывает, что каждый человек должен еще такой себе купол. Ну, То вот есть как ауру, знаешь, защитить. в Э, яйце себе сделать энергетическую Да. защиту, да? Вот сейчас мне показывают, ходят, не знаю, Тань, видишь, как вот такой, как в капсуле, но Как ее шарь, так да, в не таком. видно, но Мгм. они вот сейчас коротко нам показывают, что вот так это выглядит, да. А давайте мы подойдем туда, где вот эти энергетические капсулы делают. Их не делают, их Да, ставят Что? они просто. их Со- себе со- ставят каждый своим, себе ставит? да, своим, Мгм. ой, как сказать, Намерением. да, Намерением, да? наращивают намерением своим вот этот защитный купол. У меня там есть защитный купол. То есть у Да. меня есть такая. Он может Мгм. мне передать, как это все, каким намерением это создается. То есть всю технологию, всю эту технику создания. Он может мне передать, Ну, он чтобы мы. стоит на тебя, смотрит и передает. Мгм, мгм. Но я как бы считываю, он говорит, это настолько просто. Вы просто еще этой технологии не понимаете, потому что мы сами себе не верим. Мы Мгм. не верим сами в себя, в свои силы, а они вас как-то Внушили. божественные силы очень глубоко сидят, Мгм. и нам надо их развивать. И мы можем очень многого добиться вот этими намерениями. Намерением, да. Да, Наташа, на счете 3 и я создаю вокруг себя защитный купол. Один, 2, 3. Я его сделал. да, но я знаешь, это так смешно, он смеется, стоит, и ты сделал купол, и в этот купол мы с Таней то попадаем, то расходимся, то попадаем, то расходимся. Он Мгм. смеется, он говорит, его еще надо научиться сделать. Это время тренировки Мгм. и ну, типа по щелку пальца это не пойдет, он говорит. Мгм. Мгм. Так, на счете 3 все, что я считал, я передаю вам, что вы тоже смогли его сделать. Один, 2, 3. Вы можете своими намерениями его создать, каждый для себя. Так. Я считываю, что он как бы говорит, что это надо наращивать, да, Тань? Как бы Мгм. это какой-то Тренироваться, слой, да. слой за слоем. Мгм. Это не Мгм. так, это должен крепкий слой быть. Поэтому там как наслоение идет, знаешь, такое
многогранное или многослойное, вот так вот скажу. Хорошо. Своими намерениями мы запускаем каждую себя процесс образования этого защитного яйца. 1, 2, 3. Мгм. Да, процесс запущен. Мгм. Так, считайте, какое это измерение? В каком измерении находилась Атлантида? Вот самый такой Пик. пик. Что идет цифра 5? Что за Мгм. пятерка? Какая-то пятерка Пятерка, идет. да? То Они с есть 4 в 5 переходили. И их мгм, с 4 в 5. Но у них было время, когда они находились в третьем измерении. Были у них конечно, физические такие, тела, как у нас сейчас? да. А Они, когда они также этот эволюционный путь прошли, как и мы. Мгм. Какая организация у общества Атлантиды была? Я понимаю, что в разный период, возможно, был разный, но вот в тот пик, который, они достигли, какая организация была, общество? Там есть старейшины, есть жрецы, потом идут ученые, потом идут какие-то исследователи, что ли, или просто работники, как работники. И Это самые, та же кастовая организация, просто была на другом уровне. я просто вижу, что идет совет, и потом всем заправляют вот эти жрецы. Мгм. Потом Эт уже идет ниже. Они имели Нас какую-то религию или подобие религии? Это не религия, это просто хранители знаний. Жрецы, хранители Жрецы, как хранители знаний, они делали. Еще вот что вижу, у них есть подобие что-то площади из что? центра. Еще раз А повтори, пожалуйста, Ты ты прерываешься. у них есть что-то наподобие круглой площади. Мгм. Из центра такое голубое пламя, как в горелке. А вот этот круглый диск, на нем, ну вот эта площадь, как будто сделана как из плиток золота все равно. Мгм. И вот на этих плитках выгравированы как узоры. Узоры несут информацию, как символы, скорее символы. Вот, и показывают вот этих жрецов, что это как вот место какое-то энергетическое у них, что они там. Это не религия, не как практика все равно какая-то вот духовная. Я не Что-то золото такое. вижу, я вижу, да, тоже там очень много символов. И, Золотого цвета, да. ну, я не золото вижу, но я вижу то, что ты говоришь, да. Мгм. И это их наука. Они это считывают. Это связано с планетами. Это как наша астрология, скажем Мгм. так. И вот это вот там заложено. Я даже не знаю, с чем можно это сравнить. Мне что-то это напоминает, но я не могу Мгм. понять, что. Давайте на счете 3 туда, на эту площадь переместимся. 1, 2, Мгм. 3. Мы там. Мгм. Давайте попробуем считать эти символы, вот эти знания, которые там заложены. Ты знаешь, здесь много символов, которые египтяне потом переняли.
Мгм. Вот у Египта, когда мы только с самого начала, ну, как начали общаться вообще здесь, я считываю, что у египтян какая-то вот память была заложена отсюда, с Атлантиды. И вот я наблюдаю какие-то символы. Даже есть, как птички тут есть такие, э, это не нарисовано, как выбитые, да, как вот Мгм, сделаны мгм. с Мгм. чего-то, То есть с металла с какого-то те, или что. те жрецы, которые спаслись, они переместились в Египет потом. Им достались какие-то знания, да, Мгм. я так То есть понимаю. те божества египетские, они просто были жрецами с Атлантиды, да? Вероятно. О, да, Подтверждение такое возможно. есть. Да, возможно. Мы можем это считать, у нас получается. Ну, смотришь, как вот подтверждение идет информация, либо да, либо нет. Идет как больше да, чем нет. Да-да, Мгм. это так и было. Так. А именно ты имеешь в виду еще какую информацию? Вот этих символов или Да, что-то. да, считать эти символы и какую нагрузку информационную они, духовную какую-то информацию еще. Они этими, там, они даже как бы двигаются. Я вижу вот эти вот, Угу. э, как они, символы, да. Мгм, И это, знаешь, это как наше предсказывание будущего, например. мгм, мгм. Они по составляющей каких-то планет, они очень хорошо в планетах разбирались. И вот под каким углом, где, и они могли предсказывать, если планеты передвигаются и стоят под таким углом, на таком уровне, то значит надо ждать того-то, того-то. Они жили именно вот по таким предсказательским Это и, и наподобие книги перемен, погоду. да, Не знаю книгу перемен. Таня? Что ты считываешь еще? Скорее наподобие гороскопа. Гороскопа, да? Гороскоп, Мгм. но только в глобальном смысле, да, Да, Мгм. да, этого да, слова. не в прямом. То есть это не Это Про подобие. каждого человека гороскоп, то есть, а вот предсказания, они Да. это у нас предсказания в таком смысле, что это из, области фантастики, а Мгм. у них это наука, понимаешь? Это какой-то компьютер, механизм, да, который Это отображает. какой-то механизм, да. Хорошо. Чем питались в Атлантиде? Посмотрите. Я наблюдаю много фруктов, очень много, какие-то Мгм. экзотические у них там растут. Ну, погода позволяла круглый год у них здесь. Мгм. Ну, какие-то хлеба. Они пекли что-то наподобие булок. Я вижу, разламывают. А что за из чего это хлеба сделано? Это не как в нашем понимании, там из пшеницы, ржи нет. Что-то просто какие-то, как семена перетертые. Мгм. Что-то травы какие-то добавлены, что-то такое. Они потребляют мясо? Нет. Да. Ну, в смысле, нет. Они не потребляют. Наташа сказала нет, я говорю да. Ответ нет. Мгм. Но животных не видно. Таких вот Животных не видно. сельскохозяйственных, я имею в виду, Мгм. которых можно съесть. А что
какие животные живут, какие в лесах? Есть и у них леса? Слушай, мне попалось на глаза что-то похожее на белку, такое с хвостиком. А Мгм. мне олень пришел. Ну, прям Мгм. такой же, как и у нас олень. Мгм. Мгм. Есть у них вооруженные силы? Да ну нет, у них другое, у них скорее ментальная магия. Ментальная магия, да? Геннадий, если бы Скорее, ты да. тут был, здесь такое пространство, так тебя Мгм. располагает, такое, ты хочешь здесь только улыбаться, обниматься и смеяться. Вот такое, Мгм. такое облегченное состояние. Как облачко ты себя чувствуешь. И все такие ходят, все такие довольные, они радостные. Они Мгм. радостные просто, что проснулись. Вот у нас нам многому чему можно у них научиться. Вот это вот состояние просто радоваться, несмотря ни на какие невзгоды. Я так считываю, что все-таки бывают там и какие-то... я не считываю даже, что они болеют, понимаешь? Настолько они позитивные, что у них даже на физическом уровне как бы, ну, нету такого, как у нас происходит. А давайте будем перемещаться во времени, когда захватчики пришли. На счете 3. 1, 2, 3. Как это происходит? Ну, ты знаешь, они так это хитро сделали. Я сейчас даже не могу это пронаблюдать. Но вот так же, как и мы, не наблюдаем, как над нами эти захватчики Мгм. руководят. Они тоже так начали издалека. То есть Да, И да. они находятся в каком измерении? В какой-то в тонком? На тонком плане, да? да, да, они на тонком и через кого-то там, кого-то из ихних руководящих. Из зречества, да? Да, они через них выходят, и влияют на людей. Но они это быстро поняли и стали, защищаться. И, не знаю, как бы те раскусили они эту программу, и они их все таки ну, как уничтожили. Ну, А постарались во всяком случае что за свергнуть. цивилизация, Наташа? Что за цивилизация? Это те же рептилоиды, которые нас держат под Э контроль? Я вижу гуманоидную ведущую из них в этом времени. Не знаю, Таня, ты что видишь? Репт Там, тоже есть, да, потому что они сразу тоже, пришла репта. Мгм. да-да-да, они тоже есть, но ведущие, я считаю, в том времени, как гуманоидные были, большой интерес проявляли к ним. А почему? Что их привлекало? Их энергия Да. Их энергии, их какие-то знания тайные о и каком-то знания. устройстве, какие-то расчеты, о каких-то, как устройстве вселенных, знаешь, что-то наподобие, То есть которое они у знали. у них был очень высокий уровень, знания о Вселенной, да? Да. Вот эти, которые они воплощались, в тела атлантов, да? Кто? Я не поняла Вот вас. эти Захватчики нет. захватчики, нет, да? Нет. Мгм. Просто через предательство, да? Как-то да, как через подключки все равно какие-то. Во-первых, подключки, во-вторых, был обман.
они манипулировали какими-то составляющими, но так же, как и у нас оформляют. У нас, например, какие-то войны, у них просто это по-другому происходило. Я не могу понять совсем, как это досконально считать. Но тоже враньем и из-под тишка это все творилось. И как бы достигали той цели. И У них тоже было средство массовой информации? ну, как такового, как у нас, нет, но у них телепатически им поступала информация с какого-то общего, как у нас большой компьютер, как Мгм. бы, да, у них такое Мгм. тоже как бы общее информационное поле или что-то Мгм. такое, И куда, они туда были подключены, и да, чужие, Да, да? да, И попадало какие-то программы да, деструктивные точно, каждому, да. как да? общая паутина, не поле, паутина. Паутина, да? Вот прям как общая паутина выглядит, как сеть. Ну, сеть интернет, Интернет, слушай. да? То же самое, да. Но только на ментальном плане, да? На Да-да, телепатическом плане, да? Мгм, мгм. да. Принцип такой, просто по-другому М. построено. Меня здесь вообще просто уносит куда-то в сон, прям клонит. Сейчас. Прям расслабляет, да. Я тут слышу пение птиц, как водичка льется, и меня очень сильно укачивает, прям ушатывает. Мне кажется, на глазах я все хуже своим телом владею. На счете 3 полетели в самый лучший период для Атлантиды. 1, 2, 3. Нашли поляну красивую, Угу, есть такая. легли на эту поляну, расслабились и записали для себя все, что происходит. Это для того, чтобы можно было медитировать, отдыхать в такой атмосфере, когда захочется. Я лежу на поляне и считываю информацию. Они состояли, Геннадий, в космическом союзе, и у них Мгм, был контакт с хорошими инопланетянами. Они обменивались информациями, и это мгм, то, информация, технологии, и это то, про что Таня говорит, что они вот, это было как бы одно из самых важных, что они хотели у них забрать. То есть это не обязательно ихнее, то есть, входя в союз вот этих хороших инопланетных, у них у всех открывается возможность пользоваться вот этими мгм, мгм. Технологии. высоковибрационными технологиями, да, а у тех деструктивных нету подхода, и они, ну, то есть они тоже, у них какое-то своя технология, и передвижение, и воинственное, но именно они охотятся вот за этой. И вот это огромную роль повлияло, что они на уничтожение тоже ушли. Мгм. Они боролись до последнего, но Записали каждый для себя. Мгм. Наташа, мы можем связаться с этими хорошими цивилизациями? я не знаю, это я лежа на поле, мне пришла Мгм. информация. Это не зря тебе пришла информация, как раз для того, чтобы мы знали и связались. Ну, давай На попробуем. счете 3 полетели к той цивилизации, с которой у атлантов было связи, с хорошей цивилизацией.
На счете 3. 1, 2, 3. Где мы находимся? Ну, я наблюдаю, тут тоже такие большие они. Ну, больше 3 метров, во всяком случае. Мгм. 2,80, может быть, я не могу точно сказать. Как они выглядят? Это люди. Почему-то они для меня выглядят как Иисус. Такие длинные волосы. Мгм. И похожи даже на него. Светлые, правда, волосы. Это люди, да. Таня, что ты видишь? А я не вижу, меня куда-то в темноту унесло. Притом унесло в темноту странная какая-то, это как подземелье, что ли. Похоже, как будто это как Ты там одна? подземелье. Ты не с нами? Одна, да, тут На тусуюсь, счете 3. смотрю. Ты рядом с нами. 1, 2, 3. Угу. Все Ты ушло. прилетела? Да. Я наблюдаю, здесь какие-то ручейки, водичка какая-то бежит. Мгм. Такая, как наподобие, как дорога. Но не наблюдаю, чтобы что-то ездило. Люди ходят, куда-то передвигаются. Как они выглядят еще раз, Наташа? Длинные волосы. Мгм. Они, я сказала, белые, они не белые, они русые. Не, Русы. такие нормально русые. Таня, ты их видишь? Мгм. Не видишь людей, да? Мгм. Я на полянке. На той же самой полянке? Мгм. Ты не с нами? Мгм. Опять меня куда-то. На счете 3 ты рядом с нами. 1, 2, 3. Наташа, ты ее видишь? Да, стоит рядом со мной сейчас. Я тебя буду за руку держать, чтобы не Вот улетел. мне тоже пришло. Давай берем ее за руки. Ах, Мы ее никуда не отпустим. а то меня туда что-то начало. Так, Ну, там правда такое состояние хорошее туда. Вообще. Но не попадай под влияние туда лучше. абсолютно. Не Это надо. может быть и нехорошее воздействие. Замануха. Да, замануха, да. На счете 3 мы перемещаемся к тому человеку, который может нас выслушать и помочь из этой цивилизации. 1, 2, 3. Ну, в Аня, этом что ты видишь? Или ты еще на поляне находишься? Только не говори. Не-не, не, Смотри, у нас нет, все нормально. все нормально. Что ты видишь? Ой, стоит, похоже, как в каком-то таком балахоне белом, Мгм, подвязанном. мгм, Светлые волосы, как борода, похожа на твою. мгм. Ну вот вышел вперед, он как на каком-то возвышении небольшом стоит. Вот такой. Приветствуем его. Говорит, здравствуйте. Мы можем. А, он говорит, здравия вам. Мы земляне. Я знаю. Он считает нашу просьбу, для чего мы сюда прилетели. Он говорит, спрашивайте. Нам нужна помощь. Нас захватила цивилизация, которая нас хотят уничтожить. Мы находимся как в рабстве у них. Они могут нам помочь?
Он говорит, вы много у кого в рабстве. Еще раз, я не понял. Он говорит, вы много у кого в рабстве. Ты говоришь, захватила цивилизация. Он говорит, вы много у кого в рабстве. То есть не одна цивилизация, да? Нет. Они могут как-то нам помочь в этом? Он говорит, в чем? Помочь нам пробудиться, осознать. Он говорит, мы помогаем. А через кого вы помогаете? Есть какие-то представители ваши или какие-то наши? Но он говорит, если ты говоришь про земля, про земных людей, то они помогают через похожих на нас, как контактеров. Мы можем стать вашими контактерами? Он говорит, вы и есть. Но мы можем общаться с вами и вне сеансах, которые мы проводим. Он как-то говорит, надо задать Намерение? какую-то, ну, он типа как луч какой-то показывает отсюда до сюда, как отрезок, вектор, какое-то движение. Мгм. Задать какой-то вектор. И может какой-то код Он для нам может дать каждому связи. какой-то код для связи. Надо придумать, можно придумать какой-то цифровой код. Называй его, будешь связываться. Типа как номер телефона. Может мой номер телефона служить как этот код? Он говорит, как тебе угодно. Он его знает? Мой номер телефона? Ты можешь передать его ему. Он не знает. Мгм. И отправляю ему ментально этот номер. Он говорит, получил. Мгм. А я как могу ему это? Я должен Ты должен подумать об этом коде Мгм. И и о подумать. его образе. Мгм. А у него есть какое-то имя? Ну, какое-то трех слов. Из трех состоит, как из трех слов. Сейчас. Может, по буквам, чтобы точнее считать? Для меня это звучит как абракадабра. И тем не Я менее. не могу ловить. Он может мне это имя отправить в мой ментал, и оно всплывет при Может, необходимости. может, но я сейчас пытаюсь тоже считать его. Я слышу, как Но Кала Добра, что-то Тигра или Тила. вообще говорю, Как как какая-то абракадабра вообще. Нет ничего такого вот, что звучного. То есть сложно для Да, произношения, да, да, для да, нас.
Я чуть-чуть тоже еще информацию тоже считываю. Мгм. Во-первых, он такой грустный и дает понять, что этот процесс неизбежный, что мы сами себя запустили, что мы сами допустили то, что так далеко зашло, и что даже не почувствовали, не очухались, когда нас уже затянуло чуть ли не на самое дно. И единственное, что он мне показал, надо, чтобы вот, ну, как больше народу просыпалось, знаешь, Мгм. Геннадий, образовывать такие сферы, позитивные сферы и постоянно их размножать в пространстве. Мгм. Мгм. Чтобы, вот прям мы идем, существуем каждый день, каждую минуту. Вспомнил, создал вот как с абсолюта, например, сферу, да, Мгм. увеличил ее в разы и отправил в Мгм. пространство, вот То в есть народ. чаще это проделать, да? Это проделывать надо часто, чтобы на людей вот эти вот позитивными энергиями заражались. Они могут нам, он может нам дать какую-то информацию, которая смогла более действенно. Нет, он вот дает ту информацию, как мы при чистке делаем вот эти вот Мгм. все Мгм. различные сферы. Он говорит, это ничего другого, это Он, то же самое, вы просто практикуйте. Надо практиковать, чтобы это прочувствовать, что это ну, работает. мы можем это делать, уходя в прошлое, информировать таким образом нашу цивилизацию в прошлом, чтобы она была готова в сегодняшний день. Ну, тоже одна из возможностей. Но он Мгм. мне как бы говорит, научитесь сначала в настоящем. Мгм. Мгм. Наработайте это, ну, руку набейте, типа Мгм. такого, да? То есть Так. это надо делать так, so schnell wie möglich, так быстро, как только возможно, потому Мгм. что процесс, как бы он уже двигается, и нам надо эти сферы прям увеличивать. Надо, чтобы это много народу так же делало, он Мгм. говорит. Мгм. Надо, чтобы эта информация распространилась. И размножилась, да? Да. Размножилась и распространилась. Он скажет нам, как называется их цивилизация и где она находится? Таня? То же самое пытаюсь расслышать. Сейчас. Наташа, что ты считываешь? Не знаю, какой-то Бухтар или что-то такое. Бухтар. Я Или поняла. Бурхат, или Бурхат, Бурхат. Бурхат. Это. Бурхад? или Бурхат, Да, да. да, да. Не, не это ли та цивилизация, с кем То самое. та самая? Какая? Ирина Подзорова. Да, да. То, что ты хотел спросить, да. Информацию, которую Ирина Подзорова делится, она является правдивой? Правдивый. Мгм. Я слышу, да. Да. Мгм. Бурхад. Благодарим представителя Бурхада за информацию. И на счете 3 мы над Атлантидой, но смотрим ее с высоты, с космоса. 1, 2, 3. Мгм.
определите место, где находится где находилась Атлантида. У меня почему-то где-то точка идет в районе Индийского океана. Где-то вот низ. Если по нашей карте классической, то это низ. Разве это не континент Му? Там Что континент? континент Му. Лемурия. Не знаю, непонятно. Наташ, что ты считываешь? Ну, и мне с самого начала, когда мы только начинали, Мгм. мне идет где-то почему-то около Греции, где-то в том районе. Причем мне показывали все время два района. Один со стороны Англии почему-то. Вот где Мгм. Англия и где там сейчас, ну, вода, где океан. Мгм. А другой почему-то две мне показали территории, а другая около Греции где-то в том. А мне почему-то вообще показывает низ, где Индийский океан. Почему вы указываете на разные места? Это с чем связано? Эту информацию нам пытаются Непонятно, возможно, запутать, чтобы не знать запутать, точно. потому А я что почему-то считываю, что они как бы не только на одной территории где-то существовали. не один континент, да? Нет, они занимали большую территорию, и То это есть они была как... ихняя цивилизация, которую как бы Мгм. уничтожили. Это не про то, что как где-то был континент. Конечно, континенты тоже уходили, подымались, но они сами существовали по многим территориям. То есть, ну, континенты, которые сейчас есть, они тогда были все? Э, Я не могу считать, но мне обе территории показывают, а их сейчас нету. То Мгм. есть около Англии там тоже океан, и там, где около Греции, там тоже не суша. Как далеко во времени находится Атлантида от нас? Что вы считываете по этому поводу? Ну, какая-то сразу пришла информация, что 200. 200 200. тысяч? Нет, скорее миллионов. 200 миллионов? Скорее, да. А ты, Наташа, И тысяч очень мало. что ты считываешь? Мне показали период 12 тысяч до 25 тысяч до М. нашей эры. Вот это ихнее как бы время, где они Еще существовали. раз можешь? 12 тысяч до нашей эры, э, Мгм. 25 тысяч до нашей Мгм. эры. Вот в Мгм. этот В отрезок этом, они в этом периоде. существовали. Да. Мне То есть какие-то 20, 200 вообще. Мгм. то есть наоборот, с 25 до 12 тысяч до нашей эры, потом их уничтожили, и потом через 12 или, да, вот 12 тысяч до нас, так скажу. Не знаю. Хорошо. Как вы себя чувствуете? Я в ауте. Мгм. Давайте сейчас сформируем сферу из энергии абсолюта, которую мы информируем о всех наших изысканиях, которые мы провели сегодня. И на счете 3, то есть формируем на счете 3, и второй раз на счете 3 отправляем эту сферу информированную на
территорию всей Земли, чтобы все смогли познакомиться с этой информацией. И каждое утро, когда будем просыпаться, посчитаем каждый для себя до 3 и щелкнем пальцем, и вот эта процедура будет каждый раз повторяться. Так, на счете 3 формируем эту сферу. 1, 2, 3. Закладываем всю информацию, которую мы получили сегодня в нее. Так. И еще раз на счете 3 отправляем эту информацию на Землю. 1, 2, 3. Ушла информация. Мгм. Мгм. А теперь Таня, Наташа, завершаем наш сеанс. Отсоединяемся от всех и от всего, с чем и с кем контактировали в этом сеансе. Повышаем наши вибрации и уровни энергии до максимально возможными для каждого из нас. И на счете 5 постепенно выходите из состояния гипноза и возвращаетесь в настоящее время, откуда слышится мой голос. 1. Вы полностью отсоединены и чувствуете, как ваши тела потихоньку просыпаются, и чувствуете, как тела вновь наполняются силой, как вам снова становится легко и свободно. 2. Чувство благодати охватило ваши тела. 3. Вы чувствуете свои тела свободно, легкими и расслабленно. 4. Вы уравновешены и счастливы и наполнены своей же энергией. 5. Откройте глаза, потихоньку просыпайтесь. Как вы себя чувствуете? Меня вообще под конец просто выключили. Выключили? Кто-то Просто. постарался. Девчата, я вам благодарен, что участвовали в этом исследовании. Я предлагаю это исследование продолжить. Это мы только коснулись немножко этой цивилизации. Мне кажется, нам еще есть что исследовать. Там интересно. Мгм. Надеюсь, что и нашим зрителям это тоже понравится, наше исследование. Прощаемся с ними. Всего хорошего. Мгм. До свидания. До новых встреч.